Эта невероятная история произошла в Канаде. Когда Джон возвращался домой после удачного дня на рыбалке, он решил срезать путь через кусты вместо обычного маршрута. В этот момент его поразило величайшее потрясение в его жизни. Он успел отойти всего на несколько метров от тропы, как вдруг прямо перед ним появился огромный медведь. Хищник был так близко, что мужчина мог видеть, как его нос шевелится при дыхании. Человек старался сохранять спокойствие и вести себя так, как его учили. Он поднял руки и увеличил свой рост, чтобы казаться более устрашающим и менее похожим на потенциальную добычу. Медведь поднялся на задние лапы и обнюхал его. Он был действительно угрожающе близко. Но тут медведь сел и начал скулить. Сначала Джон отошел, готовый отступить. Но болезненные стоны животного заставили его обернуться. Присмотревшись, он заметил, что это была медведица, и на ее боку было несколько порезов. Ее передняя лапа также, похоже, была повреждена. Это могло сделать ситуацию еще более опасной. Однако медведица не представляла угрозы. Вместо этого она выглядела просто измученной. Джон вспомнил раннее утро. За рекой шла медведица со своим детенышем. Вероятно, это был тот самый хищник. Но что случилось, что она пострадала? И где был медвежонок? Эта мысль немедленно заставила Джона действовать. Он понял, что медведь просит его о помощи, и осторожно последовал за животным к реке. Оказавшись у реки, Джон лихорадочно искал медвежонка, а мать-медведица все еще сопровождала его. Но детеныша он не увидел. Это было странно. И вдруг из воды появилась темная голова. Джон сосредоточил взгляд на этом месте. И действительно, тело медвежонка снова высунулось, как будто вцепившись за камень. Джон понял, что медведица тщетно пыталась спасти своего детеныша и при этом была ранена. Понимая, что она не сможет сделать это в одиночку, она пошла за помощью и нашла Джона. Мужчина не мог позволить медвежонку утонуть прямо у него на глазах. Но он по личному опыту знал, насколько сильным и опасным было течение на этом участке реки. Прыгнуть без подготовки было бы опасной для жизни ошибкой. Поэтому он быстро схватил свои рыболовные снасти и веревку, которую обычно использовал для ловли рыбы. Он надежно привязал веревку к своей талии и оставил длинный кусок лежать перед собой. Другой конец он крепко привязал к дереву на берегу реки. Затем он решительно прыгнул в воду. Течение в воде оказалось даже сильнее, чем он опасался. Изо всех сил Джон пробился к скалам, где он в последний раз видел медвежонка. Опыт Джона в качестве бывшего морского котика сослужил ему хорошую службу, поскольку неопытный пловец, возможно, не смог бы выжить в таких бурных течениях. Он подплыл к камням и задержался, чтобы увидеть, где именно находится детеныш. На мгновение все, что он мог слышать, это рычание и стоны медведицы на берегу, которая отчаянно ходила туда-сюда и явно волновалась. Но она, казалось, понимала, что слишком опасно снова погружаться в стремительную реку. Вся ее надежда снова увидеть своего детеныша теперь возлагалась на этого необычного человека. Джон тяжело дышал и был в замешательстве. Бурный прилив и постоянное наводнение мешали ему определить точное местонахождение медвежонка. Он был вне себя от радости, когда увидел перед собой голову медвежонка. Чтобы добраться до детеныша, ему пришлось бы лишь плыть дальше вниз по течению. Но затем, в трагический момент, медвежонок потерял контроль над камнями и был унесен рекой. Его голова исчезла в темной воде за долю секунды. Джон без колебаний прыгнул за ним и поплыл изо всех сил. Если бы он потерял медвежонка в этот момент, он мог бы быть потерян навсегда. Маленький медвежонок ушел под воду и, казалось, перестал сопротивляться. Ситуация выглядела ужасной, но Джон отчаянно сопротивлялся и поплыл за медведем. Но веревка, которую он обвязал вокруг своей талии, становилась все туже и, наконец, достигла конца. Когда голова медвежонка появилась снова, он вовремя схватил ее. Он боялся, что медвежонок будет сопротивляться или царапать его, но малыш просто безвольно лежал у него на руках. Но это был еще не конец. Теперь пришло время вернуться на безопасный берег.
Джон знал, что для этого ему понадобятся обе руки, чтобы плыть. Он схватил кусок веревки, который ранее отложил, и обвязал им медвежонка. Теперь Джон мог использовать все свои силы, чтобы доставить его в безопасное место. Ему помогло то, что детеныш был неподвижен, но в то же время это было и большой проблемой. Возможно, уже было слишком поздно спасать жизнь медвежонка. Что произойдет, если он доберется до медведицы с бездыханным детенышем? Это может иметь немыслимые последствия для Джона. Но в тот момент он не мог сосредоточиться на этом. Вся его энергия была направлена на то, чтобы доставить малыша в безопасное место. Он чувствовал, как его энергия утекает. Только адреналин двигал его вперед. Внезапно его ноги коснулись земли. Они прибыли на мелководье. Джон смог подобрать медвежонка и вытащить его из воды. Медведица приближалась к ним с головокружительной скоростью. Она была на удивление быстрой для такого раненого животного. Джон знал, что ему придется отвязать веревку от медвежонка, прежде чем медведь доберется до них. Он даже не успел взглянуть на детеныша, как медведица схватила его. Однако, когда медведица сделала несколько шагов в сторону леса, она внезапно с грохотом упала на землю. Медвежонок ползал по ней, но она не двинулась с места. Джон бросился поближе, чтобы посмотреть, в чем проблема. Только тогда он понял, что порезы, должно быть, оказались хуже, чем он предполагал. Видимо, адреналин в ее теле поддерживал ее. А теперь, когда ее ребенок был жив и в безопасности, она совсем сломалась. Джон не мог в это поверить. Он спас медвежонка только для того, чтобы увидеть, как тот осиротел на его глазах. Он чувствовал себя беспомощным. Там у него не было связи на мобильном телефоне, и у него не было достаточно времени, чтобы дойти до дома. В этот безнадежный момент произошло нечто неожиданное. Вдруг он услышал что-то вдалеке. Это было похоже на пикап. Он громко крикнул, и внезапно его окружили несколько лесников. Некоторые туристы, которые ранее видели, как Джон спасал детеныша в реке, поспешили покинуть лес, чтобы не встретиться с медведем. Затем они предупредили лесников, которые прибыли на место как можно быстрее. У них с собой был большой ящик, и поскольку медведица все еще не реагировала, они смогли безопасно о ней позаботиться. Они перевязали ей раны, чтобы остановить потерю крови, а затем осторожно погрузили ее в ящик. Спасательная команда отвезла 2 медведей в ближайшую клинику для лесных животных, где им оказали профессиональную помощь. Люди надеялись спасти медведю жизнь. Без мамы реабилитировать малыша было бы непросто. В тот же день матери пришлось перенести операцию. В некоторых ранах у нее даже развилась инфекция. Детеныш все еще был очень слаб после опасного для жизни опыта, поэтому люди успокаивали его, чтобы он мог отдохнуть и прийти в себя. Усилия по восстановлению матери были интенсивными, но присутствие ее малыша, казалось, дало ей силы, необходимые для выздоровления. К счастью, 2 животных со временем выздоровели, и, наконец, настал день, когда они должны были вернуться в свой настоящий дом – лес. Спасательная команда составила план и проинформировала о нем Джона, и они встретились на месте освобождения. Момент, когда двери клетки открылись, был волшебным. Медведица тут же побежала в сторону леса. Детеныш на мгновение заколебался, посмотрел на мать, а затем последовал за ней на свободу. Джон едва мог сдержать слезы. Он гордился тем, что спас маленькую семью, хотя ему было немного грустно от того, что он, вероятно, никогда больше их не увидит. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.